Всем привет! Продолжаю работу над квадрой VTEC из Киберпанка 2077. В прошлой части я сделал стеклопластиковые двери и автоматические механизмы. Как только я закончил работу над дверьми, пришла еще одна идея, которая не давала мне покоя, и я решил ее реализовать. Сделать ее не так сложно, просто поднял те же самые рычаги и с помощью обрезков приварил их к двери, главное, чтобы держалось. Конечно, автоматику при такой конструкции двери будет сделать сложнее, но в принципе все решаемо. Плюс в этой конструкции то, что дверь находится над крылом и практически не выступает за кузов. Но как-то нужно компенсировать вес двери, и на помощь мне пришли автомобильные упоры или газ-лифты. С ними даже можно не ставить автоматику, двери будут подниматься сами как у ламбы. У меня пока дилемма, переделать дверь на новый механизм или оставить старый. А что вы думаете? Напишите об этом в комментариях. Такая машина комфортна для городских поездок, с комфортом покататься по мегаполису, посмотреть на ночные огни. Но ведь каждому хоть иногда хотелось уехать подальше от города, там где даже дороги нет. И вы знаете, ваши желания вполне осуществимы, благодаря спонсору этого видео игре SnowRunner. Это преемник MudRunner, но со значительно расширенными возможностями. Этот симулятор бездорожья доступен на всех популярных игровых площадках Steam, Epic Games, Xbox, PlayStation и даже Nintendo Switch. В игре есть сотни миссий для прохождения, играть можно как одному, так и с друзьями до 4 игроков, чтобы было кому вытаскивать вас из болота или сугроба. Здесь куча видов техники, от небольших пикапов до внушительных грузовиков, на которых вы должны преодолевать природные препятствия и во что бы то ни стало выполнить миссии. Получая награды, можно апгрейдить свою технику или покупать новую, ведь для разных целей лучше подходят определенные машины. Тем более сезонный пропуск принес в игру много нового, 6 новых карт и 10 машин. Он как раз на 4-м, то есть на последнем этапе. А это значит, что добавили еще 2 новые машины. Хан 317 Sentinel и ZZX 605R. И на подходе 4 новые зимние карты, в новом регионе Амурская область и бесплатные испытания даже для тех, у кого нет сезонного пропуска. Вам предстоит восстановить различные здания старого российского ракетного космодрома и снова запустить работу на нем. Например, нужно отремонтировать дороги, по которым будет доставляться ракета, или восстановить дома, в которых будут жить работники стартовой площадки. Финальный сезон — самое время, чтобы начать играть и попробовать весь свежий контент. Тем более добавили новые испытания, и еще для тех, у кого нет боевого пропуска, так что зацените сами, ссылка будет в описании. В этой части я хочу начать делать салон, и попутно буду думать над пневмой для передней подвески. Чтобы начать клеить новую панель, нужно снять старую. Она, конечно, мне тоже нравится, но не подходит дизайном к квадре VTEC. Начал разборку со снятия руля. Подушка уже не родная, но не муляж. Двигатель в этой тачке уже стоит контрактный, а следовательно панель приборов, мозги и рулевая колонка тоже от донора. На всех есть соответствующие пометки маркером. Пассажирская подушка тоже стрелянная и была заменена на рабочую, видать, бывшие владельцы ценили безопасность. Далее снял головное устройство и воздуховоды. Думал, будет сложно снимать торпедо, но все оказалось куда проще. Возникнут небольшие проблемы из-за трубы усилителя, придется ее как-то обойти и вписать в приборную панель. Собирать которую буду вручную с помощью проволочного каркаса, так же как я делал Tesla квадроцикл. Решил собирать так, потому что она несложная и состоит из граней, и ее нужно подгонять к кузову Мазды. Взял разной толщины проволоку, нарезал ее кусками по 40-50 см и выпрямил ее в струну. Перед тем, как варить проволочный каркас, нужно закрыть войлок на моторном щите. От искры он моментально вспыхивает, не самое хорошее решение для звукоизоляции моторного щита, но убрать его полностью очень сложно, да и не нужно. Проволочный каркас будет крепиться к закладным, прикрученным к усилителю. Сверившись с 3D-моделью, начал приваривать первые грани панели. Попутно срезал старые крепления. Вентилятор салона стоит прямо над пассажирскими ногами. Нужно будет как-то предусмотреть замену фильтров или вовсе заменить его на маленькую турбину.
Его нужно скрыть, из-за этого с пассажирской стороны панель будет ниже, чем нужно. Еще одна немаловажная деталь — это фартук, прямо под лобовым стеклом. Каркас готов. Для его обтяжки мне понадобится клей с активатором и эластичная синтетическая ткань. Ножницами ее сложно резать, легче всего разогретым ножом. Начну с фартука. Затем обтянул основную часть. Пропитываться все будет полиэфирной смолой, которая не разъедает эту ткань. Главное не сильно мочить материал, смола пропитывается и все пачкает, что находится под тканью. После высыхания положил первый слой стекломата. Одного недостаточно, прошкурил панель и положил еще пару слоев. Теперь нужно сделать центральный монитор. Сначала для него сделал отверстие в панели. Удобно, что воздуховоды находятся в этом месте. Корпус монитора сделал также из прутков. Удостоверился, что все подходит, обтянул его тканью и проклеил стеклопластиком. Пока он сохнет, стал варить консоль, которая находится над головой. Очень неудобно варить ее в тесном пространстве, да еще сверху на тебя летит куча искр. Приварил к проволочному каркасу профиль, чтобы его не повело при перетяжке стеклопластиком. Все сделал так же, как и с предыдущими деталями. Только крепление у этой детали будет под заглушками. Прикрутил консоль на место, все крепления сошлись. Прошкурил корпус монитора и прикрутил его тоже на место. Все основные элементы на месте. Теперь самая сложная и пыльная работа — выравнивать все грани с помощью двухкомпонентной шпаклевки. Хочу обтянуть панель эко-кожей либо винилом под оригинальный цвет. Но это только после снятия и размещения на ней кучи кнопок и кивающего пса. Пока не знаю, как быть с рулем. Он в этом авто слишком экзотический. Форму повторить смогу, а вот как быть с кнопками пока не знаю. Скорее всего, буду переделывать оригинальный руль. По салону пока что все. Следующие элементы нужно делать только после дверей. Далее пневмоподвеска. Съездил в ближайший магазин и купил на пробу такую подушку кабины от Mercedes Actros. В основном много кто делает на рукавах от Scania, но их не оказалось в наличии, да и размер ее не совсем подходит к моим амортизаторам. Не получилось выкрутить верхний сайлентблок, и я его срезал. Затем снял подушку, сверху и снизу установлены уплотнительные кольца, которые не пропускают воздух. Снял со штатного амортизатора чашку и примерил к нему подушку. Конечно, чуда не произошло, и она не налезла на аморт. Нижняя чашка имеет ступеньку, срезав которую открывается диаметр, подходящий под амортизатор.
Также заметил на корпусе пазы, на которые идеально встали резиновые кольца. На них подушка садится плотно, но они находятся слишком высоко, что не хватает до верха подушки. Как оказалось, подушка находится в среднем положении и может еще сложиться. Но даже так ход получается слишком маленький, около 40 мм. Нужно опустить подушку ниже. И я не знаю точно, какая толщина у стенок амортизатора, но решил рискнуть и сделать пазы ниже тех, которые шли с завода. Эти пазы нужно было сделать на подушке, но ее никак не получится зажать в токарном станке. В общем, на свой страх и риск сделал небольшие углубления в трубке амортизатора. Они меньше, чем верхние, и подушка еле наделась на амортизатор. Это хорошо, будет плотнее соединение. Попробовал сначала на одном уплотнителе. К амортизатору пока не стал приваривать ограничительное кольцо для подушки, обошелся обрезком трубы, которая упирается в нижнее крепление. Собрал стойку и подал на нее сжатый воздух. Забыл проверить ее на герметичность, промазав мыльным раствором. Быстрее хотелось попробовать ее на машине. Но на слух не было слышно шипения, это уже хорошо. Наверное, мне очень повезло, что так все просто подошло, я даже сам этого не ожидал. Нужно еще немного доработать стойку, и мне кажется, все будет работать как надо. Ход получился около 140 мм, что меня полностью устроило. На этой положительной ноте я буду заканчивать. Всем спасибо за внимание, если вам понравилось, ставьте большой палец вверх, если еще не подписаны, подписывайтесь. Увидимся в следующем видео.